Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург, и сегодня вас ждет вторая часть увлекательного интервью с Муратом Рена. Все вокальные трюки Димаша – это его визитная карточка. Настоящее его послание – это любовь. Уроженец Кыргызстана Мурат Рена прекрасно владеет 5 языками. Это польский, немецкий, русский, английский и киргизский. Он получил блестящее скрипичное образование в Московской консерватории. Уже в 10 лет состоялся его дебют в качестве солиста с сопровождением оркестра. И с тех пор он с большим успехом выступает в самых различных странах. Музыкальные критики отмечают в его игре совершенство и захватывающий дух технику, блестящие пассажи и красивый звук, наряду с талантом и глубокой интерпретацией музыки. Параллельно с исполнительской деятельностью с юных лет Мурат Рена развивается духовно, занимаясь философией и изучая труды великих мыслителей. Его интересуют духовные сферы, связанные с развитием человеческих возможностей, интеллектуального потенциала и расширения границ творческих способностей, выходящих за рамки обыденности. В возрасте 35 лет Мурат Рена без помощи специалистов самостоятельно начал заниматься на фортепиано и уже 3 месяца спустя выступил на концерте. Это стало уникальным фактом в истории исполнительства и одним из эффектов его духовного развития. С тех пор Мурат Рена выступает как единственный в мире солист-виртуоз, представляющий свое мастерство на скрипке и фортепиано. А феноменальная игра на двух этих сложнейших инструментах вызывает неподдельную радость и восхищение публики. Давайте посмотрим. Интересен тот факт, что профессиональный музыкант и философ, который проживает уже более 30 лет в Европе, вдруг заинтересовался феноменом Димаша и стал поклонником его творчества. Это было 2 года назад. Песня «Любовь уставших лебедей». Исполнение Димаша поразило меня. Идеальное исполнение. Ни к чему не придраться. Все идеально. От первой до последней ноты. И что удивительно, я вижу молодого человека, который исполняет необычайно одухотворенно. Меня это безмерно порадовало. Песня тоже просто замечательная. После репетиции, уже находясь дома, снова прослушал, но уже все выступления Димаша. И сравнивая его раннее творчество с выступлениями на сингле, заметил радикальные изменения в подходе Димаша к форме, к аккордам, к гармоническим модуляциям. Благодаря именно этим изменениям, считает музыкант, в Китае появился Димаш, которым восхитилось даже профессиональное сообщество во всем мире. Вот так неожиданно для себя Мурат начал слушать музыку легкого жанра, которую Димаш поднял на уровень лучших представителей исполнителей-инструменталистов классической музыки. На вопрос, что же все-таки привлекло артиста в творчестве Димаша, Мурат отвечает, что сейчас много исполнителей с прекрасной техникой, виртуозов, с блеском и быстро играющих трудные пассажи, но настоящих, одухотворенных можно на пальцах одной руки перечесть, не более. Среди них Димаш занимает особое место, и его он оценивает выше остальных. Я его поставил на пьедестал и всем показываю, рассказываю, а коллегам-профессионалам говорю, что надо стремиться к такому посвящению себя как артиста, как это делает Димаш. Мы все, и я, должны равняться на него, ведь своим искусством он прежде всего несет любовь. В 2017 году своим выступлением в Китае Димаш на весь мир провозгласил наступление эпохи любви. Миллионы людей услышали и восприняли это выступление как многолетнее ожидание того, кто принес самое ценное, о чем люди истосковались – любовь. В его пении любовь проявляется во всем, в каждой фразе, в каждом слове, в каждом жесте. Его профессионализм пропитан любовью, каждая деталь любовно отточена, все продумано до мельчайших подробностей, аранжировка, конструкция, формы, использование возможностей техники вокала, соблюдение всех пропорций и подача музыкального материала в целом. Эмоциональное наполнение настолько разнообразно, что охватывает эмоции, выраженные всей палитрой красок, от мощных порывов до деликатных, едва уловимых полутонов.
мнению Мурата Рина, если рассматривать каждый элемент в отдельности, то можно видеть и слышать, как у Димаша этот отдельно взятый элемент развит до наивысшей точки. Это счастливое сочетание его природных данных и его трудоспособности, а также дар приспосабливать полученные знания и использовать максимально для раскрытия собственных природных возможностей. Будучи профессионалом высочайшего класса, Димаш не успокаивается на достигнутом уровне и использует свой профессионализм как инструмент, который служит ему для выражения главной цели – любви. И в этом заключается его величие, его миссия. Достаточно почитать комментарии, которые Диерс изливают под каждым его видео, чтобы убедиться в том, что Димаш выполняет свою миссию в планетарном масштабе. Комментарии, написанные на разных языках, свидетельствуют, что на всех континентах люди понимают и воспринимают послание Димаша. И видно, как истосковались, как ждали они появления Димаша, щедро сеющего добро и укрывающего каждого энергией своей любви. Огромное влияние Димаша на массы еще не оценено, еще не осмысленно и не разложено по полочкам. А между тем, это влияние с каждым днем охватывает новые горизонты, втягивает в свою орбиту новых Диерс. Любовь Димаша очищает и лечит, кому-то дает долгожданное успокоение, а кого-то, наоборот, вдохновляет, никого не оставляя равнодушным. Сегодня среди артистов всех жанров нет равных Димашу. Он как путеводная звезда, как маятник, указывающий направление, которое ведет к любви. Он – предвестник Золотого века. Мы же, в свою очередь, желаем Мурату Рина удачных стартов его гастрольного тура. А нам, друзья, предлагаю отправиться на переосмысление этой важной, полезной и невероятно глубокой информации. Алга Димаш. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайберген. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.